Августа, утро 2022 года. Я собираюсь. Встал сегодня в 6 часов. Видел, как солнце восходит. Красота. Оранжевое прям было. Вот осталось покидать вещи в рюкзак. Все я собрал, свернул. Сейчас 8 часов. Конечно, долго. 2 часа собирался. Ну ничего. Что поделаешь. Оставил в мешочке соль. Вот здесь вот. А мешочек из-под чая со Шри-Ланки. Эх, когда еще такой чай удастся попить, неизвестно. Просыпается природа, птицы всякие поют. Костер великий горел вчера. Почти все дрова, какие я заготовил, те огромные стволы, все сжег. Полыхало пламя. На радость, на веселье. Там вот туристы на той стоянке какие-то, ну, те, что вчера приехали. У них такой был ужин с вином, там все очень шикарный. Но, опять же, не догадались они собрать дрова и устроить костер. Собирали какие-то ветки, шишки и жгли там в мангале огонек. Вот. Это не то, что такой королевский костер. Великолепный. Какой жар был, что ж подойти к нему было сложно. Вся земля раскалилась до красна, внизу песок. Вот, сейчас доплыву до Светлицы. Слава богу, вроде погода благоприятная. Озеро как зеркало. Ну и там начнется эпопея с поездом. Потом добираться с вокзала домой уже поздно ночью. Поезд долго идет, 10 часов. Весь день буду ехать. Быстро время пролетело. Очень быстро. Не успел толком насладиться. Только акклиматизировался, можно сказать. И уже пора уезжать. Недельку еще пожил, а то и 2. С огромным удовольствием. А что мне надо? Продукты? Ну, на неделю-то мне еще гречки хватило. Плюс рыбная ловля. Продержался бы. Еще горох там был, немного макарон. Продержался бы неделю. Чая тоже хватило бы. Не знаю. Была бы возможность, жил бы и месяц бы так на природе. Это очень хорошо и полезно для здоровья. Ну что ж, буду складывать остальные вещи в рюкзак. Все собирать. И покидать это место. Как бы это ни было печально. Может быть, когда-нибудь я и снова сюда приеду, кто ж знает. Нам знать не дано, что нас ждет. Вот ворон где-то вдалеке кричит.
Оставляю это прекрасное место в чистоте, как было, а то и лучше. Что-то я, конечно, пожег, все, весь мусор не смог сжечь, но что-то сжег. Вот костер, будущим странникам береста. Все, прощай, место, прощай, спасибо тебе. Спасибо тебе огромное. Было хорошо. Ну а кто приедет сюда, берегите это место. Не шалите тут. Вот последний раз эти ветви по плечам меня погладили, простились со мной. И вот лодка. Вот скарб. Вот и все. Хорошо, хоть такая гладь, ровное озеро. Сейчас поплыву. Прощай, место. Свидимся ли мы еще? Один Бог знает. Щуки, птицы, тишина, счастье. В путь. В путь лодка. В дальний путь. Вот каков простор. Огромный плес. Вот я был на этом острове. И вот вот такое вот огромное озеро. Вот это мой остров. Вот он. Рядом с ним левее вход в лагуну. Здесь вот сам Хачин берег. Берег острова Хачин. Вот там я был, за теми мысами. Но там не очень интересно. А там монастырь сзади меня. Вот туда я и плыву. Разносится звон. Да. Надо плыть, а то ветерок что-то собирается. А в байдарке у меня вот так. В байдарке, в Покрафте. Была бы байдарка. Эх. А ветер-то неблагоприятный. Ладно. Поплыву. По глади озера. Меня сносит куда-то не туда, куда нужно. Там вот, похоже, телевизор стоит. 2 поплавка. Может, еще что-то. На горизонте открывается монастырь Нилова пустынь. Вот туда я и плыву. А вышел я вот откуда-то оттуда. Огромный плес. Вот он. Постараюсь его сейчас пересечь. Вроде ветра нет. Летает гидросамолет. Небо такое пасмурное. Ну и хорошо, солнце в глаза не шпарит. Ой, упала веревка у меня с лодки. Ну вот как тут все нагружено. Ну, рюкзак только в основном.
Вот он, монастырь. Вот туда мне надо доплыть. Еще километров несколько. Огромные просторы. Сколько здесь рыбы. Да какой. Да всего много. Вот то грибов и ягод не было в этом году. Но мне не довелось как бы их полакомиться ими. Ну и ладно. Вот монастырь уже ближе. Практически я прибыл к месту назначения. Рыбаки там какие-то ловят рыбку. Дело хорошее. Здесь вот камыши. И вот там вот пляж, куда мне надо приплыть. Там уже дорога, машины. Там я соберу лодку. Ну и поеду в город Осташков. Проделал я этот путь. Ну, слава богу, была погода очень благоприятная. Безветренная практически. Тихая. Без всяких волн там диких. Порывов ветра. Вот весло. Вот оно. Вот. На солнце-то блестит. Все-таки я считаю, алюминиевое весло — это вещь. Это заявка на долгий-долгий срок эксплуатации. Его нельзя сломать, максимум погнуть. А пластиковые как-то своей ненадежностью они смущают. Хотя, может, это и предвзятое отношение. Там вот монастырь. А рядом с ним вот здесь вот сама деревня Светлица. Здесь вот остановка, там вот автобусная. О, опять начинает раскачивать. Ну, это разве ветер? Это так. Это баловство. Вот там остановка. И автобус приезжает туда. Но я им не пользуюсь, я езжу на такси. Вот знаменитый туалет. Такие тут вагончики стоят. Надо по традиции зайти в этот туалет. О, что-то тут не весело. Потоп. Да, случился потоп. Откуда тут, из толчков, что ли, лилось? Такого я не ожидал. Вон аж докуда затопило. Кошмар. Кошмар, страдания. Вода-то, небось, нехорошая, здесь нечистая. Туалетная вода. Вот, а не зашел бы и не узнал о катастрофе, которая случилась в туалете города Осташков. Такое красивое здание. И такой ужас внутри происходит. Испортили туалет. Беда. Я думаю, что на улице зловонный какой-то ручей течет. Оказывается, вон откуда.
Туалет прорвало. Тут розетки есть. Вон лайфхак. Кто хочет зарядить технику восташкой, пусть идет сразу в туалет вот этот вот архитектурный. Вот странные краны для кипятка. Очень они, конечно, красивые. Но как из них добывать кипяток? Наверное, были рукоятки когда-то, а потом их заменили, потому что сейчас уже мало кто интересуется кипятком. А напрасно. Чай тот же заваривать, доширак. Все это необходимо делать. Я еще помню те времена, когда был кипяток реально на станциях. Эх, какие же были хорошие времена. А сейчас только декоративный домик-кипяток. Вот вокзал. Скоро поезд приедет. Такой вот вокзал старинный. А туда вот дорога уходит в сторону самого города. Лето. Вот уже эти заветные 92 дня подходят к концу. Эх. Запах трав таких. Здорово тут. О, энтранс. Вход. Никто не входит, никто не выходит. Хорошо так в шлепанцах, в этих кроксах, так сказать, рабоче-крестьянских. Сапоги я практически не использовал в этот раз. А вон вещи мои там лежат. Вот такой вот вокзал. Вот мой поезд. 32-й вагон. А с другой стороны такие вот деревья. Как на юге все равно. И вот туда куда-то поедет, наверное, поезд. А может, хотя нет, наверное, в другую сторону. Поедет он вот туда. Смотри, идет. Видишь, с этим, ну подойди. Паровоз. Да, ну не сюда, вот у него там вот. Нет, он далековато будет. Туда вообще не подъедет. Это маршрут вот так вот сядешь, тогда, если кто-то еще приличный такой сядет. Благородство наши, то есть, ну тоже сейчас последний день на благородство.
последний рейс в следующем выходном. Слушай, как доехала женщина с ребенком. Говорит, наверное, И тут взрослых не выберешь, да, и там ничего нет. А вот паровоз приехал. Подписчик. И самое главное, что от двери до 15 самая вроде как короткая. Балагоя. Тут вот птицы ведут борьбу за чипсы. Вот эти вот черные птицы — это галка. В Москве их было раньше много, а теперь вообще исчезли куда-то. О, отлетела. Уважаемые пассажиры, производится посадка на скорый поезд номер 190 Осташков, Санкт-Петербург. Поезд находится у первой платформы. Нумерация вагона с главным составом. Производится посадка на скорый поезд номер 190 Осташков, Санкт-Петербург. Поезд находится у первой платформы. Нумерация вагона с главным составом. Спасибо за внимание. Вот на этом поезде я приехал. Здесь он разделяется на несколько составных частей, на 3. Что-то идет в Питер, что-то еще куда-то, а что-то идет через Москву в Новороссийск. Вот проводница добрая выпустила меня погулять. Потом буду искать другой состав. Народ не очень много. Балагоя. Каких только вагонов не увидишь. Удивительные есть. С какими-то приспособлениями. Экскаватор везут, бульдозер. Почему удалось погулять по городу Балагоя? Добрая проводница выпустила на стоянке и сказала: вы там походите, а потом ищите поезд такой-то, 227. Потому что этот вагон перецепляют, пересоединяют. Я думаю, такая жара, зачем я буду находиться в этом вагоне. Вот он, последний этот вагон. Вот. Пойду погуляю. И очень правильно сделал. То, что посмотрел Балагоя, то все проездом, а так в самом никогда не был. Это интересный весьма городок. На Вышний Волочок чем-то похож. Памятник Кирову стоит, Сергею Мироновичу, там Ленину. Ух, какая конструкция едет.
Страх. Куда они все это везут? Гравий какой-то, что ли? Куда-то везут. Вот. Стоит там памятник Кирову. Ленину памятник стоит. Время, как обычно, в таких городах идет неспешно. Как там жить вот? Наверное, своеобразная какая-то психология. Трудно это понять. Жителям мегаполиса. Жизнь в таком маленьком городке. И наоборот. Ну вот, плыву я. Что-то волна поднимается. Ну ничего, мне осталось немного, может километр. Вот видно, какие там плесы. Вот туда я плыву, где монастырь, в том направлении. А вот оттуда приплыл.